повезло? 7. У всех было 8. И вам повезло. Да, спасибо большое в первую очередь организаторам за то, что дали возможность выступить, и жюри, что будут это слушать. Вот. Я представляю проект КНЛ Экосистему. Как было сказано, это цифровая смарт-площадка сырьевых товаров с реально существующей инфраструктурой. Вот сейчас эта презентация будет призвана объяснить, что это все такое. Сразу хочу сказать, меня зовут Александр Никиенко, хочу представиться. У меня 8-летний опыт в бизнесе. Там когда-то я создал компанию Ростакси, продал ее крупному инвестору и все последующие 8 лет работал с IT-проектами в IT-индустрии. Хочу рассказать, кому интересен будет наш проект. Да? Это, конечно, инвесторы с фокусом в финтех, инвесторы с фокусом в сельхозсфере, потому что проект как раз помогает в данной сфере. Ну и пассивным инвесторам, желающим получить доходность выше, чем по депозиту, потому что мы сделали инновацию торгового робота Automatic Trades, о нем тоже сейчас буду рассказывать. Хочу вас погрузить в проблематику рынка немножко, чтобы вы поняли, что на данном рынке вообще происходит. Сезонность на нем присутствует, и весенний-осенний период – это тот период, когда фермерам, кредитным организациям, инвестиционным компаниям нужно огромное количество денег. То есть всем в этот период нужен денег на то, чтобы организовывать, чтобы финансировать и организовывать посевные работы. Зачастую этих денег нет. Потом фермерам с трудом доступно огромное количество, широкое количество финансовых инструментов, потому что у них прослеживается в бизнесе сезонность, а сезонный бизнес он рисковый, его не все кредитуют. И для получения кредита фермер должен обеспечить залогом всю сумму, а залога, зачастую то финансирование, которое требуется для кредитования, финансирования посевных работ, это намного больше денег, чем может залог отдать фермер. Вот. Покупатели, крупные экспортеры тут испытывают другую трудность. Им приходится ездить по полям и пытаться выкупить объем, потому что объемы на этом рынке минимальные, интересно, это 100 тонн. Само собой, инвесторы имеют ограничения для входа на данный рынок, потому что если в России вы хотите в сырьевую, грубо говоря, в сырьевую индустрию инвестировать, вам придется зарегистрироваться на сырьевой секции Московской биржи и разобраться во всех тонкостях, которые существуют в торговле на бирже. Вывод по индустрии, то, что сельскохозяйственные инновации при таком векторе становятся огромной редкостью, и вектор развития тоже очень сильно замедлен, и мы видим, как это можно исправить. Решение от нашей экосистемы. Фермеры с помощью простого личного кабинета могут получить все финансовые инструменты, которые им необходимы, и финансировать свои посевные работы, получить своп, грубо говоря, дотянуть до зимы и получить за зерно достойные деньги, а экспортеры-покупатели получить необходимый объем с поставкой. Что же для инвесторов, то для инвесторов очень понятные горизонты и доходность, она фиксирована, и есть страховки и гарантии. Как мы их обеспечиваем? Следующий слайд. Вот эта схема бизнеса упрощенная. Получается, что на ней указана сама наша площадка КНЛ, фермеры, инвесторы, трейдеры, экспортеры, покупатели, которые с нами взаимодействуют, а мы объединяем всю эту деятельность и даем всей индустрии те решения, которые действительно ей необходимы. Во-первых, это логистика, это хранение продукции, страхование гарантии, электронный документооборот, финансовые инструменты, в частности для фермеров, и автоматизацию сделок. Почему я заострил внимание сначала на реальной инфраструктуре? Потому что у нас кроме финтех-решения, кроме площадки торговой, маркетплейса, скажем так, существуют собственные элеваторы, существует логистическая компания, страховая компания, и это все позволяет нам обеспечивать данные сделки, давать гарантию и страховку инвесторам и экспортерам. Вот такие продукты на данном рынке существуют. Это фьючерс, форвард, своп, Automatic Trades, P2P кредитование, спот. Спот – самая простая сделка покупки-продажи. Вот это все мы хотим свести до 2-3 кнопок. Купить зерно, продать зерно, получить финансирование под зерно, получить финансирование под посевные работы. Сейчас есть прототип, я пару слайдов его прикрепил, пару слайдов, чтобы вы поняли, насколько просто будет пользоваться данной платформой. Вы выбираете сырьевую секцию,
среди существующих секций. Просто покупаете, продаете, видите состав своего портфеля, ну и, соответственно, выбираете продукт, ну, из 5 продуктов, существующих в данной индустрии. Так будет выглядеть, допустим, фьючерс, да. И автоматическая торговля. Тут просто все предельно просто. Включаете галочку, и, соответственно, мы подбираем лучшие сделки для инвестора, чтобы он мог дофинансировать фермера, дофинансировать какую-то сделку между фермером и экспортером и заработать свою маржу. Анализ рынка. Много написано про анализ рынка. Мы 10 лет на этом рынке, поэтому мы практики. Ну, то есть мы его как бы своими ножками протопали. Вот. Говорят, что он вырос за 10 лет в 3 раза, но мы наблюдаем, что он за 10 лет вырос более чем в 3 раза. Я про российский рынок говорю. Финансовые показатели проекта, самая интересная, да, часть, это текущая стадия проекта. Если говорить о платформе, о нашем маркетплейсе, то он сейчас готовится к запуску на массовый рынок. Затраты, понесенные проекта, это 150 миллионов рублей, операционный кэшфлоу прошлого года это 3 миллиарда рублей, NPV 720 миллионов рублей, ERR 43,3%, вот payback у нас 2,1 года, ну дисконтированный payback 2,3. То есть финансовые показатели довольно неплохие. Сборы мы будем в 3 этапа осуществлять. То есть первый этап, в принципе, мы его уже закрыли почти. Там он $2 миллиона, и он как раз будет для разработки, ну, то есть для разработки маркетплейса, и нам нужно новые инфраструктурные решения, то есть дополнительные элеваторы, и из этих денег мы еще будем финансировать покупку дополнительных элеваторов. Элеваторы — это то, что обеспечивает хранение как раз продукции, зерна. Вот сейчас есть классные предложения для инвесторов у нас, но только для инвесторов первого раунда осталось небольшое окошко. Мы предлагаем 48 годовых, вот такую вот ставку. Александр, 30 секунд. Да. Я, в принципе, все рассказал. Кукуруза тоже на нашей площадке будет обращаться. Спасибо за презентацию, спасибо за то, что Александр, спасибо вам, коллеги-эксперты. Пожалуйста, да. Вопрос. Где вы продукцию? Да, абсолютно. Ну, это сбыт продукции, это самое простое, то есть тут как бы даже гарантировать нечего. Хорошо. А вы знаете, что в сегодняшний день сельхозпредприятия, производители получают денежные средства на посевную работу от своих прямых покупателей? Как вы будете бороться с это не совсем так. Они получают аванс от своих прямых покупателей в размере процентов 30, и ситуация она такова, что к зиме им есть нечего. И, вообще на этом рынке довольно такая ситуация сложная, и фермер здесь обделен, он вообще везде обделен. Особенно если мы говорим не о крупных фермерских хозяйствах и целых холдингах, а о среднем фермере, то у него всегда не хватает денег на посевную деятельность, и всегда он продает вот этим вот крупным как раз, крупным покупателям все задарма, и причем в сезон. В чем преимущество вашей схемы работы от существующих? Вот мы хотим как раз сосредоточиться на вот этих вот средних игроках, потому что их 80% от всего объема, и дав им хорошие условия, мы можем реально вектор поменять развитие данного рынка. Спасибо. Спасибо за вопрос. Скажите, пожалуйста, учитывая, что вы будете работать как раз с большим количеством средних игроков, которые, как правило, более рискованные с точки зрения кредитных рисков, как вы будете выставлять на них лимиты, собственно, определять, что кому можно давать, кому можно только простые продукты, кому можно какие-то фактически с встроенным кредитом, кто оценивает эти риски, как вы будете эти риски снижать? Да, вопрос интересный, само собой, мы работаем 10 лет в этой отрасли, у нас уже есть специалисты, которые отвечают каждый за свою сферу, поэтому для этого вопроса мне финансового директора вызвать, он у нас на стойке сегодня есть. Но по факту мы работаем со страховыми компаниями и делаем скоринг внутренний каждого своего покупателя и продавца. И это дает нам понимание о том, сколько кому можно доверить, а страховая компания страхует и неурожайность в том числе, и прочие риски, которые мы можем встретить по дороге. Андрей? Можно спросить, что такое KNL, как расшифровывается? KNL это как аббревиатура зерна, как kernel.
полусерьезно. Но если посмотреть на аналоги, скажем, зарубежные, заграничные, то есть брали ли вы за основу своей идеи какой-то аналог существующего в другой стране или, может, в нашей стране, если да, то какой? Вот, если честно, мы бы хотели взять какой-нибудь аналог еще, чтобы посмотреть, как это будет работать. Ну, как работает это в международной практике, но не у кого пока поучиться. Мы поучимся только на своем опыте, смотрим, что реально необходимо большему количеству наших поставщиков и тех экспортеров, которые с нами работают. И вот, исходя из этого, принимаем решения. Аналогичных площадок, вот, которые именно настолько узко, да, в эту сферу углубились, их просто реально не существует. Есть очень много косвенных конкурентов, это сырьевые товарные биржи, то есть, но они занимаются своим бизнесом, у них он другой. И с точки зрения IT у вас свои разработчики, то есть платформы, вы используете какой-то IT-вопрос? Да, мы сейчас работаем у нас есть внутренний штат, и мы работаем с очень крупной студией. Я не знаю, я уполномочен название называть или нет, но это большая московская студия. Будем работать с ними, а делать аудит внутренний, внутри своих. Да. Александр, спасибо за презентацию. Фух, выдохнул на одном дыхании, да, вам спасибо большое.